Dead Air. Мод, который по прошествии стольких лет так и остается одним из самых атмосферных среди проектов фриплейной группы. Он нашел большое количество фанатов, что как результат породило множество сборок и аддонов. И с выходом новой сборки они становились все более глобальней и масштабней. На них также появлялись правки, исправления и так далее. И можно сказать, что Dead Air уже стал платформой для модов. И мне в руки попала еще одна сборка, а если быть точнее, сюжетный аддон. Он носит название «Книга мертвых». Если вы являетесь фанатом мода Dead Air и интересовались сборками на данный проект, то возможно уже играли в одну сборку от данного автора. Она называется «Тайна зоны». Впоследствии сборку обновляли, дополняли, а также ввели сюжет. Так и появилась «Книга мертвых». Что это такое? Какие тут основные изменения? О чем сюжет? Хуже или лучше сборка, чем другие? И стоит ли в него вообще играть? Всем привет, это Крамер. И у нас новый сюжетный аддон на Dead Air – Книга мертвых. Изменения можно увидеть уже в главном меню. Для его создания осуществляли реальную съемку. И это, наверное, первый проект, где была сделана такая тема. Обычно это идут какие-то арты, либо моушен графика. Для кого-то может быть это мелочь, но все же приятно. Мы видим какого-то сталкера, который делает заметки. Вероятно, это главный герой аддона. При попытке начать новую игру вы не увидите никакого окна, как это было ранее. То есть не сможете выбрать навыки, начальное снаряжение, режим «Одна жизнь», а также последнего выжившего. Но не спешим делать выводы. По ходу прохождения мода некоторые моменты из этих мы увидим, и выживший в моде есть. Появляемся мы в бункере Сидоровича. При попытке открыть ПДА появляется надпись, что нужна батарея. Разберем это далее. Открываем инвентарь и видим, что ничего у нас нет. Зовут главного героя Левицкий, как знаменитого автора серии книг по сталкеру. Можно заметить, что интерфейс был изменен. Также теперь отображается только полоска выносливости. Для проверки здоровья нужно будет открывать инвентарь. А теперь идем к Сидоровичу, чтобы он немного рассказал о сюжете. При разговоре с ним мы узнаем, что главный герой писатель и прибыл в зону в поисках новых историй для написания своей книги. На кордон он попал через проводника, который провел его через военных. Главный герой уже бывал в опасных уголках планеты, поэтому и уверен, что в зоне с ним все будет хорошо. Сидорович выдает ему немного вещей, за что просит главного героя отнести посылку болотному доктору, у которого и активируется сюжет «Тайна зоны», который немного переделан и переплетается с сюжетом книги мертвых. Заявлено, что сюжет состоит из 5 небольших историй. Есть также некоторые квесты из рерума, которые претерпели изменения. Очень хорошо, что все квесты отмечены в вашем ПДА, и не нужно ничего запоминать в голове, разве что иногда перечитывать какие-то документы и записки, которые теперь, кстати, можно открыть. Выглядит это довольно неплохо. Очень важно обращать внимание на диалоги, отмеченные цветом. Именно они содержат всю новую, важную и сюжетную информацию. Всего в аддоне порядка 100 сюжетных заданий. Любителям истории и сюжета будет где разгуляться. Рекомендуется выполнять все сюжетные задания, так как после их прохождения будут открываться новые. Отмечено, что в сюжете задействовано большинство локаций. После прохождения основных сюжетов вы сможете открыть режим «Последний выживший», и там тоже будет некое подобие сюжета. Довольно хардкорное открытие данного режима. Главное, чтобы это органично было вписано в сюжет. Но все же приятно, что выживший остался.
Теперь перейти между локациями просто так вы не сможете. Все переходы закрыты. И это добавляет определенного хардкора. Вам нужно будет выполнять сюжетные задания. Без этого никак. И вроде даже логичная фича, которую ранее можно было заметить в других модификациях. Любители хардкора будут явно довольны. И в то же время, откуда ты можешь знать тропу на неизвестной и опасной территории? Как и ранее, чтобы получить более лучшие товары у торговцев, вам нужно будет приносить документы лидерам группировок. Однако теперь помимо этого, нужно будет выполнять задания и повышать репутацию. Теперь вы не сможете отдать два документа и получить ТБ, что делает ДДР еще более хардкорным. Но это еще не все. Значения необходимой репутации немалые. Для долга это 600. Ученые 800. Пока что перка авторитет у вас нет, так что работать предстоит очень много. Все так же у техников в зоне нехватка инструментов, и вновь вам их нужно будет искать. Однако в данном аддоне, помимо денежной награды, вы будете получать дополнительные вещи, а также техники расскажут вам различные истории и помогут какими-либо советами. Например, техник на кордоне расскажет о некоторых особенностях мутантов, в частности псевдособаки и контролере, а некоторые из них дают наводки на тайники. Очень хорошее дополнение. Очень интересной механикой является аккумуляторная батарея на поясе. Теперь вы не сможете просто так открыть ПДА. Аккумуляторная батарея имеет вот такую иконку. Перемещаем ее на пояс и ПДА работает. Со временем она, конечно, будет разряжаться. Зарядить ее можно будет у техника, либо с помощью батареек для подзарядки. Так что для тех, кто будет играть, ожидается хардкорное начало. Некий аналог черной дороги, который мы могли видеть в модификации Мизери. Только здесь еще нужно будет купить куртку или плащ. Но все мы знаем, где ее можно найти бесплатно. Как уже говорилось, навыки в начале вы выбрать не можете, но тем не менее прокачать их возможность будет. Выполняя различные задания, вы будете получать методички. Иконка методички выглядит вот так. Нажимаем по ней правой кнопкой мыши и используем. Теперь вы изучили еще один навык. Как по мне, это более правильно, чем было в оригинале. Появляется какой-то стимул выполнять задания дальше. И это правильно с точки геймплея, а то получается ты создал персонажа, который в зоне так ничему и не учится. Куда же в хардкорном моде, да и без магазинного питания. В книге мертвых также реализована эта фича. Все магазины нужно будет набивать. Для перезарядки размещаем магазин на поясе и жмем английскую R, но можно просто перенести наполненный магазин на оружие. Нашел интересный лайфхак. Когда кидаем магазин на пушку, переносим патроны на пустой магазин. И в это время выполняется два действия. Перезарядка оружия и наполнение магазина. Какая-никакая, но экономия времени, которая может спасти жизнь, например, в битве с мутантом. Лесник после прохождения X10 будет продавать магазины для оружия. Зона стала более суровая, и теперь в сталкере можно заболеть. Например, когда вас покусают мутанты, вы можете подхватить столбняк. Применяя много медикаментов, вы повышаете уровень токсинов в крови. Чтобы проверить, все ли с вами в порядке, нужно использовать анализатор крови. Это новый предмет. Ранее в модах на сталкер я такого не видел. Работает как и обычный дозиметр.
при проверке наносят небольшой урон здоровью персонажа, так что лучше им не злоупотреблять. В случае обнаружения болезни необходимо обратиться к медику, либо употребить антибиотик. Токсины может вывести болотный доктор, либо используйте набор для выживания. Очень интересная фича, главное, чтобы здесь не хромал баланс, а иначе после каждого укуса придется идти к медику. Кислородные баллоны. Уверен, что многие их не любят. В Dead Air это довольно тяжелый предмет. В основном использовался для дикой территории и лаборатории X-18 в Темной долине, после чего от него хотелось избавиться. Теперь все будет еще сложнее. Баллон время от времени нужно будет заправлять. Сделать это можно будет на базе чистого неба и у ученых на Индаре. Теперь падая с высоты вы можете получить перелом. Довольно неприятная ситуация. В данном случае нужно будет накладывать шину. Приобрести ее можно у медиков, либо скрафтить. Также и медик может наложить вам шину через диалог. Подобно тому, как это было в Мизере, теперь мутанты смогут наносить урон персонажу с помощью ауры. И это очень хардкорно, потому что мутант убивает моментально. Когда я встретил контролера, я даже не понял, что произошло. Оказывается, я зашел в поле действия его ауры. Бить таких мутантов нужно издалека, либо иметь соответствующую пси-защиту, чего у меня в начале прохождения не было. Так что это выглядело вот так. Экономику довольно сильно изменили. У многих торговцев теперь только обмен. Очень хардкорно, когда приходишь на базу чистого неба и не можешь купить медикаменты. Или, например, такое. Прихожу я на свалку и думаю обменять медикаменты у бандитов, а он говорит, что у него только патроны. Это было весело. И таких примеров очень много. Теперь нужно будет по новой как-то выстраивать стратегию прохождения и еще больше думать наперед. В Dead Air иногда не хватало алкоголя, и иногда приходилось покупать его про запас. И ты всегда думал, почему у бармена нечего выпить, как же он выживает. Подобно тому, как это было в Dead Air Rebalance, алкоголь и воду теперь можно наполнять во фляге, причем сколько угодно раз, но конечно же платно, удобная и логичная фича. Когда выходят моды на одну платформу или же на один мод, то может возникнуть вопрос, а чем он хуже или чем лучше, чем другие проекты? Так и в данном случае. Мы видели уже много аддонов и сборок на Dead Air. Все они имели отличия. Так чем же лучше или чем хуже Тайна Зоны? Очень радует, что проект сюжетный. Есть новые задания и новая история. Все задания при этом отмечены в ПДА. И не нужно ничего запоминать. Радуют новые фичи. Интересная идея с болезнями. Расширение ассортимента медикаментов весьма полезно, потому что иногда не хватало таблеток на вывод радиации. Но, как и в любом другом моде, были замечены минусы. Стабильность мода немного хромает. Игра часто вылетает при переходах, хотя, может быть, понижение настроек решит эту проблему. Для видео я тестировал на максимальной графике. Начало мода довольно тяжелое. У вас нет куртки, у вас нет рюкзака. И параметры персонажа еще жестче, чем в оригинале, что как следствие влияет на усталость. В общем, ходить нужно будет очень много. Именно ходить, а не бегать. Тут мод немного теряет в динамике. И немного добавляет излишнего хардкора. Новый бартер на обмене у некоторых персонажей, а также необходимость прокачки репутации у группировок. Для тех, кто любит долгое и неспешное прохождение, возможно, это будет только на руку. Если так, то наоборот это хорошо.
Установка аддона довольно легкая. Скачиваем его в группе разработчика по ссылке в описании, либо в закрепленном комментарии. Предварительно на компьютер нужно установить оригинальный Dead Air. Далее просто перекидываем геймдату из архива в корень. Немного подождем. Все, можно играть. Ну что, друг, на этом, пожалуй, все. Благодарю разработчиков за предоставленный материал, успехов в разработке и спасибо, что делаете моды. Авторы делали аддоны уже порядка 1 года. И радует такое отношение к деталям. Впереди еще много интересного. А нам остается ждать версию 1.0, если говорить про данный мод. Кстати, недавно был показан ролик, в котором нам показали новые подземелья. Графика и в некоторых моментах детализация радует. Будем ждать и надеемся на скорый релиз. Увидимся в новых видео. Пока, друг. До новых встреч.